Здравствуйте, я в Канаде. Расскажи про свой бизнес, про этот путь. Сложно, безумно сложно. Толкни ближнего, насри на нижнего. Сорян, как есть. Да-да-да. Мы разные. Точка. Всем привет! У меня сегодня в гостях замечательная девушка Алена, стратегический маркетолог, которая живет менее 2 лет в Канаде, вот почти 2 года. И сегодня она поделится своим прекрасным опытом тут. Ну что, я, наверное, как и многие, да, твои зрители, переехала в Канаду после начала войны. Знаете, всегда говорю всем на любых языках, да, которые знаю о том, что я тот человек, который никогда никуда не планировал иммигрировать. У меня было настолько все прекрасно в Украине, да, что я посещала действительно очень много стран, но об иммиграции никогда даже не думала. В один прекрасный день, да, я поняла, что жизнь меняется, и здравствуйте, я в Канаде. Окей. Начнем с такой достаточно тяжелой темы. Множество украинцев приезжают в Канаду, тут селятся и уезжают. Вот у тебя есть такое понимание того, что люди сюда приезжают и потом уезжают, а многие даже уезжают с плохими там словами, матами, да ну эту Канаду. Вот что ты думаешь об этом? Ир, смотри, что я думаю по этому поводу. Да, так как я уже вначале сказала, я никогда даже не знала, что такое миграция. Мне особо было сравнивать не с чем. У меня была четкая цель, да, там. Сначала мы выехали с Украины, потому что была задача вывести ребенка. Вот, потом как бы открыли эту программу. Я подумала, да почему бы и нет, да, потому что я всегда мечтала, чтобы мой ребенок училась либо в Британии, да, либо в Канаде. Ну, как-то Канада всегда у меня была большим желанием, но номер два, да, из-за финансовых возможностей, скажем так. И тут открывается эта возможность. Естественно, я за нее вхопилась, як то кажуть по-украински, да, и приняла решение, что мы будем в Канаде. У меня, наверное, нету пути отступления, поэтому я не рассматриваю другие варианты, как кроме того, как строить жизнь здесь. Но я также для себя прекрасно понимаю, если что-то у меня пойдет, ну, в Канаде не так, там, либо мне там перестанет нравиться, еще какие-то вещи. Мир ведь огромен, и буду пробовать. Но почему приезжают, уезжают? Наверное, есть опыт, наверное, есть какие-то вот неоправданные ожидания. Не знаю, у каждого будут свои причины, да. Вот лично у меня, как бы не было здесь там временами супер тяжело, временами супер классно. Нет желания уезжать, как бы есть желание здесь оставаться, строить. Ну, для меня, честно, забегая, наверное, наперед, да, опережая твои вопросы, я скажу, что для меня Канада показала ценность человеческого, ну, ценность человеческой жизни и ценность я жизнь. Вот для меня это очень ценно, очень значимо, уважаемо. И только очень много есть плюсов. Безусловно, есть минусы. Но только ради того, что именно здесь я осознала ценность себя как живого, да, вот человека, существа, не знаю, правильно ли так говорить. Я только лишь за это очень хочу сказать огромное спасибо вот Канаде и ее этой культуре. А вот это твое осознание себя как ценного человека или ценной сущности, это оно пришло благодаря чему? Благодаря обществу, благодаря иммиграции? Ты знаешь, я не могу сказать, что благодаря там иммиграции, наверное, благодаря обществу здесь вот культура, да, которая есть. Я объясню на простом примере, и, наверное, многие увидят себя в этом, да, как мы работаем в Украине 24/7, да, тебе могут позвонить любое время, ты бросаешь, потому что бросаешь все свои дела, занимаешься там рабочими моментами. Я скажу честно, да, я до там поездки в Канаду, до иммиграции, да, правильнее сказать, Канаду, я человек больших корпораций. Я всю жизнь работала в корпорации, как я всегда говорила, в маленьких компаниях не могу, королевства маловато, разгуляться негде. Мне нужны масштабы, я этого не скрываю, я это обожаю. Но я же прекрасно понимаю, что это 24/7. Если отпуск, то это отпуск с компьютером, да, там, ну и много есть таких вот разных моментов. Здесь же, да, например, меня уже вот это вот общество, культура научила. Если я работаю больше своего времени, значит, я стою дешевле. Если я стою дешевле, вопрос, а зачем нам такой специалист? И, знаешь, цепочка вот таких вот вещей, да, и ты понимаешь, что нет. Мне не имеют права там звонить, я не знаю, там в 9 вечера, да, там срочно все кипиш и так далее, потому что люди уважают меня, мое личное время, и если что-то надо делать сверх работы, да, как бы, ну, соответственно, мы говорим там, ну, либо об оплате, не обязательно это, да, только мы будем говорить про деньги, да, бывает, что там оплата это там дополнительный выходной или еще что-то, еще что-то. И вот, наверное, вот в этом, да, я увидела как раз вот это вот ценность и уважение ко мне, вот как личности. Мгм. Для меня это ценно, да.
Это круто, да. Это того, что как раз вот не хватает нашим странам. Это да. И давай перейдем к таким актуальным темам. Вот Давай. принятый новый закон Украины о невыдаче паспортов или невозможности обмена паспортов для украинцев. Что ты думаешь? Если я скажу, что я думаю, то передачу закроют. Никто ничего не закроет. Можешь все откровенно. Я думаю, что это ужасно. Мгм. Я там не берусь обсуждать или осуждать людей, да, ну, мужчин в частности, кто как выехал, да, но моя личная ситуация, да, у меня муж с Мариуполя. М. Он пробыл там всю оккупацию. Выехать оттуда он смог только лишь через Рашку с маленькой буквы, вот, и потом, переехав в Польшу, да, сделал там документы, эмигрировал в Канаду. У меня вопрос. А что ему сейчас делать? Возвращаться в Мариуполь? Или же, вот просто вот один единственный вопрос. Более того, смотри, ты говоришь только про закон, да, который приняли, но есть же куча моментов, о которых массово не говорят, но они есть. Опять же, наша ситуация. Мы, когда начали делать ему валидацию диплома, Мгм. так как его документы сгорели, нам пришлось попросить копию документа к его диплому, выписка с оценками. И там забыли поставить какую-то печать. М. Когда мы запросили, чтобы она без этой печати, валидация не делается. Когда мы запросили эту печать, нам сказали, что предоставьте полностью его данные и место жительства в Украине, где он должен быть приписан. Мы говорим, человек прописан в Мариуполе, в Украине он не находится. Объяснили, почему. Нет, так это не работает. Вы должны конкретно в Украине, ну и дальше вся цепочка событий. Поэтому, Ир, знаешь, как бы я думаю, что этот закон — это просто то, что нам всем сказали там громко в общество, да, и мы услышали, но есть куча других подводных камней, которые делаются, к сожалению, на все то, чтобы люди не хотели возвращаться. Увы, это мое мнение. Если я человек-патриот, я очень переживаю, да, я, ну, как многие говорят, ну, реально делаю там доначу, помогаю, как могу, поддерживаю, ну, действительно, как могу отсюда, но с такими вот законами, таким отношением к людям, а я в самом начале сказала, что для меня очень важно отношение к людям, Ну да. возникает вопрос, да, а что дальше? Да. У меня нет ответа на этот вопрос. Ну, в целом, я просто родилась в Украине когда-то еще в украинском Крыму в 98 году и прожила в Украине это время, и потом приезжала в Украину. И я люблю эту страну. Но, честно говоря, вот откровенно, будем честны, отношение к людям, как к человеку вот внутри страны, это всегда было хреновое отношение. Ну, то есть, ну, после того, как особенно ты побыл в эмиграции, в Польше, там, в Канаде, ты прекрасно видишь, что есть к чему стремиться и есть что менять. Так что, да, К сожалению, да. это печально, но это правда. Достигла ли бы ты того, что достигла здесь, в Канаде, за эти 2 года в Украине? Или здесь больше этих возможностей? Ну смотри, у меня же откат случился, да, то есть приехав сюда, это, кстати, вот важная тема, хочу сказать всем, кто там приедет, или, может быть, кому кто-то действительно услышит, да, вот мы там одни из первых, кто сюда приехали, нам всем рассказывали о том, что, ребят, вам нужно там чуть ли не начать с азов для того, чтобы чего-то достигнуть. Я это слышала с каждого утюга. Я приходила там в все эти там центры для ньюкамеров, мне там проводили HR-собеседование, и все мне твердили там только одно, там сначала там самый низ, а потом рост. И, к сожалению, я повелась. Сейчас я понимаю, что если бы я чуть больше знала что-то об иммиграции, я бы на это уже не повелась. Но тогда я повелась, да, я пошла там на позиции тоже маркетинг, но гораздо ниже, чем у меня было в Украине. Но я получила колоссальную школу жизни, новую, да, потому что я столкнулась с другими нациями, с другими менталитетами, с особенностями. Это не было профессионального роста. Тут абсолютно нет, потому что я постоянно училась, ходила на какие-то курсы, тренинги, да, в университет для того, чтобы не откатиться как специалист назад. Но я получила очень классную школу жизни в коммуникациях с другими национальностями и с другими культурами. А поверьте, это очень дорогого стоит. Да. Мы разные, точка. Замечала ли ты, что люди наши за границей, а, собственно говоря, и в Канаде, чаще друг другу не друзья, а могут быть даже врагами? Мое близкое окружение, да, вот люди, с которыми мы познакомились, ну, согласна, что есть, ты чувствуешь, да, твой человек или чужой. Вот мои люди, да, с которыми я общаюсь, дружу,
делюсь. Мы все очень друг друга поддерживаем, и я очень рада, что у меня есть мои девчонки. Ну вот, кстати, привет. Вот. Но да, я, к сожалению, слышу часто о том, что украинцы в Канаде живут, да, по принципу курятника. Толкни ближнего, насри на нижнего. Сорян, как есть. Я это выделю. Тогда как, ну вот опять же, взять другие там нации, тех же филиппинцев, да, индусов и так далее. Ну согласитесь, где появился один, в кратчайшие сроки, минимум в 5-10 человек их появится. И как бы они между собой там где-то, знаете, как в семье, да, в семье они могут ругаться, но выходя куда-то там за стены своей семьи, да, они становятся единым целым. Мгм. Наслышана. Честно скажу, наслышана, потому что на работе у меня, ну, было пару девчонок с Украины, но мы были в разных отделах, и у нас прям тоже мы такие были друг за друга порвем, потому что, ну, мы учились как-то работать с другими национальностями. Вот. Но от многих я, к сожалению, да, слышу, что есть вот эта вот конкуренция, и она, к сожалению, не чистоплотная. А я всегда говорила и буду говорить, я за чистоплотную конкуренцию, и для меня это очень важно. Мгм. Да, и это вот, кстати, что ты сказала про индусов. Я недавно была, фотографировала огромное мероприятие, и там было и что семья, что друзья, и было видно их отношение к друг другу, и это было огромное количество человек в одном помещении. И я была просто в шоке. И как я это осознала, просто, что вот так вот бывает, а не как у нас, то меня немножко У так. нас тоже есть такие случаи. И я говорю, что даже если 1% из 100 будет таких случаев, он все равно заразит своей добротой, да, Да. и своим вот этим вот умением, потому что, ну, украинцы, по сути, очень теплые, очень Да. большое сердце, да. И я все-таки верю, что это временное такое вот, ну, помутнение рассудка, скажем так, помутнение сердца, да, потому что каждый про выживание, каждому страшно, наверное. И вот это немножко больше захопило людину, но я верю вот то, что наши теплые горячие сердца, они все равно раскроются, да, когда люди немножко смогут найти себя, выдохнуть, да, и они вот станут теми настоящими украинцами, которые вот семья-семья. Да, ну и в Канаде Верю. такие возможности есть, потому что чем дольше Да. здесь ты живешь, тем проще тебе уже как И бы да, становится, я правда? хочу сказать, что это правда. И когда говорят: "Мне очень тяжело", я говорю: "Да, я знаю". Честно, с каждым годом будет легче. Это Канада, вот, кстати, сразу мое мнение, Канада — это не про быстрые заработки. Канада — это про построение классного будущего, но это в долгую игра. Это не то, что там приехал, быстренько собрал, да, и уехал. Здесь не про это. Здесь Мгм. вот именно действительно выстроена правильно вот так вот система, что с каждым годом, да, у тебя появляется больше возможностей, и ты можешь более уверенно себя чувствовать. Это вот про это. Ты заметила за эти 2 года какую-то вот дискриминацию в Канаде? Есть ли такое вообще понимание здесь? Или это все пресекается полностью, и такого ты даже не видела? Смотри, ярко выраженной дискриминации, конечно же, нет ее. Все это пресекается. Но на вопрос, есть ли она или нет, скажу так. Конечно же, в колуарах она есть. Но вопрос, как ты будешь на это реагировать и как ты будешь бороться. К сожалению или к счастью, мы, украинцы, все держим в себе своими методами. А здесь, в Канаде, очень много организаций, куда ты можешь подойти и сказать «харасмент», М. тот человек там, еще что-то, да, и это действительно будет пресекаться, потому что все равны. И я хочу сказать, что по моему опыту, да, у меня была ситуация на работе, она длилась какое-то время, я пыталась там и по-хорошему, грубо говоря, и по-плохому, да, не получалось у меня никак договориться, вплоть до того, что я хотела уволиться. Вот, но когда там моя подружка по работе, причем подружка, она афроамериканка, узнала об этом. Вот, она понимала, что я в силу своего характера никогда не пойду, не пожалуюсь. Она пошла сама рассказала. У меня был разговор с руководством, и они сказали: "Алена, это харассмент. Ты в первую очередь должна была к нам подойти, и мы бы решили этот вопрос 4 месяца назад". Вопрос решился в течение 10 минут. Ничего себе. То есть действительно это работает, они действительно этого боятся. Я хочу сказать, что если вы на работе чувствуете, вы имеете право, не бойтесь, вас не уволят, о вас не подумают плохо. Вы просто начнете отстаивать себя и свои интересы. Бояться не нужно. А как и в любой жизни, да, ну всякое есть. Ну нельзя сказать, что нет, конечно, нет. Есть всякое. Ну Просто да. надо не бояться, да, говорить о том, что мне это не нравится. Все. Круто. Слушай, а вот именно вот это чувство "я свой", оно у тебя уже пришло? И возможно ли оно вообще возможно ли, что оно придет в Канаде или в другой стране эмиграции?
Слушай, да у меня это и в Украине не было. Что значит я свой? Я, наверное, не до конца понимаю вот это вот ощущение. Я знаю, что я родилась в Украине. Я украинка. Я свой, я не знаю, я просто, повторю, я не понимаю, да, что это означает. Ну, это чувство принадлежности, когда, знаешь, ты куда бы ни пошел, все люди на твоей одной волне. То есть, я не знаю, может, это дело языка, может, это дело какого-то внутреннего мышления, каких-то границ. То Мне есть каждый кажется, это что это по-своему. дело мышления, да, Мгм. потому что в какую бы страну ты ни приезжал, да, вот принадлежности, принадлежать там какой-то культуре. Я, наверное, не смогу даже прожив там всю жизнь, эмигрировать, да, потому что все равно я родилась немножко с другими ценностями. Но Мгм. ощущение вот мне здесь комфортно, да, там я вот там, не знаю, там испанский, я могу говорить там с грубейшими ошибками, но я это могу, и в меня никто не кидает камень, да, мне говорят: "Ой, это круто, ты хотя бы, ты пытаешься, это круто, мы это уважаем". Также и здесь, да, мне комфортно. Я не могу сказать: "Я там своя, я уже канадийка". Я во многих вещах оканадилась. Я начала носить уги смехом, понимаешь? Да. А, даже не уги, я извиняюсь, смехом, да, Ну да, это да. уже прям конкретно. Да, то есть Переход. я оканадиваюсь, да, но, наверное, я не смогу быть своей. Наверное, моя дочь больше сможет сказать, что я своя, а я буду та, которая эмигрировала, потому что в моей стране началась война, потому что на нас напали. Вот это будет моя история. А расскажи вот про свою дочь. Как ей здесь, в Канаде? Нравится? Смотрите, да, я в самом начале говорила о том, что я мечтала, чтобы у меня Софья, Софка училась либо в Великобритании, да, либо в Канаде, но Канада всегда была такая в лапках, як то Мгм. кажуть. Мы готовились к кембриджской сертификации английского языка. Я, как сейчас помню, это должно было быть 7 апреля 2022 года. Мгм. Вот, и, Ну да. соответственно, мы уже туда не попали. И когда наш самолет приземлился в Канаде, в Калгари, она вышла, вдохнула воздух и сказала: "Это мое место". Класс. Все. Она работает, она учится, Круто. вот, она прям, она здесь цветет и пахнет. И когда я говорю: "Ну, может, куда-то?" Она говорит: "Мам, ты что? Я здесь, все, у нас вариантов других нет". Говорит: "Единственное, говорит, я вот одно не могу понять, говорит, я всегда мечтала 16-летие встретить в Америке, но я-то хотела, чтобы это было США". Говорит: "А чё я?" Я говорю: "Ну, дочулька, говорю, надо правильно формулировать, судя по всему". Вот это да, желание услышано, но только как это Америка, уже? Америка, Америка. все, что Северной? доказали. А уж и вы не уточняли. Надо уточнять, да. Но ей действительно нравится, она здесь очень легко адаптировалась, она здесь сталкивается со взрослой жизнью. Вот как ты говоришь, да, там, а, на работе терки и так далее, да, все это ей приходится в ее неполные 18 сейчас это проходить. Ну, блин, я к этому отношусь всегда спокойно, это школа жизни. Мгм. Без, каких-то трудностей, да, не бывает роста. Да нет, это же как раз вот этот период, я помню, я тоже в 15 лет переехала в Польшу, и это, мне кажется, дало вот такой вот хороший Да, движок да. для развития. Это прям супер вещь. И умение договариваться, коммуницировать. Поэтому, Обязательно, да. опять же, если говорить про обучение, на мой субъективный взгляд, здесь оно гораздо легче, чем в Украине. Почему? Потому что у тебя каждый семестр там не больше там 4-5 предметов. И у Мгм. тебя идет концентрация, да, а не так, как у нас там 12-17 предметов, да, в четверти, ты должен все это распыляться. Здесь есть вот такая вот структурированность. Не знаю, плохо ли это или хорошо, но они как бы дают основы, а каждый уже для себя решает, да, что ему дальше с этой основой делать. Да. Поживем, посмотрим, время покажет, пока я не берусь оценивать. Расскажи про свой бизнес, про этот путь, про все вот это все интересно, потому что, ну, ребятки, это бизнес в Канаде, это вам не какие-то там шуточки, прибаюточки, это серьезно. Рассказываю. Да. Я тоже говорила уже сегодня, да, я человек корпорации, я знаю, как работать в больших корпорациях, как открывать и строить бизнесы, да, несмотря там на мой большой опыт там в Украине, где я выступала как консультант, я здесь как это, грубо говоря, одно дело ты консультируешь, да, помогаешь и так далее, но другое дело, когда ты принимаешь решение делать это самому. А, Опять же, да, наверное, как и поездка в Канаду, выстроилась цепочка событий,
Ну, сейчас придется сделать рекламу, обязательно сделаю. Конечно. Synergy Business Club, да, ходила на встречу, у них были такие классные мастер-майнды, и там познакомилась с девушкой по имени Виктория. И мы как-то так вот встретились взглядом, да, по пару фраз мы поняли, что мы очень как-то друг друга дополняем и правильно, четко любим работать, да, в единой системе координат. У нее был свой бизнес в Украине, и он продолжает быть, и она говорит, давай что-то здесь придумаем. Наша идея, она родилась там буквально в течение минуты. Мы уже знали, что будем делать. Но как человек разумный, мы взяли время на подумать, а вдруг будут еще другие идеи. Ну, Мгм. естественно, другие идеи, они все пришли. Мы начали делать анализ рынка, изучать, потому что я как маркетолог, я не готова сразу же кидаться в бой. Мне нужно было посмотреть, да, там и конкуренция, и перспективы, и нишу, и все-все-все. И вот 2 недели поработали в различных направлениях, поизучали и пришли к варианту номер один. Что, кстати, в моей практике очень часто, когда тебе просят, да, заказчики: "А давайте еще вот это". Я говорю: "Конечно, давайте, мы делаем, но я точно знаю, что выберется первый вариант". Ну вот всегда оно так работает, я не знаю почему. Сталкиваемся мы, конечно же, с очень многими вопросами, честно скажу. Одно дело, когда тебя в университете учили, да, открытие малого среднего бизнеса, что тебе надо, и вот тебе базовый сценарий. Ты расскажи, что за у тебя бизнес вообще, что вы крутите? Мы не крутим, мы лепим. Что вы Мы лепите? открыли Ukrainian Frozen Food, Да. торговая марка "Хутко". Мгм. Такое, да, двоякое название обыгрываем. С одной стороны, хутко — это как вот что-то быстро приготовить, с другой стороны, я проводила фокус-групи на канадцях, они хутко читають як хатка. А, І оце ми подумали, що хатка — це буде теж якась така українська символіка, да, которая характеризует традиционные ценности, мгм. да. Наша основная идея заключается в том, что у нас действительно работают люди, которые лепят руками. Это на сегодняшний день это 2 украинские женщины. Я скажу честно, что я очень горжусь этим проектом. Вот, несмотря на то, что мы достаточно молодые, да, у меня работает 2 женщины, которые мигрировали в Украину, из Украины, да, одной 62 года, второй под 50. У девчонок пока слабый английский, но как бы я понимала, что им нужна работа, и они готовы. Мгм. Мы сели, поговорили, да, и это прям вот команда, это люди, которые отдаются на все 100%. Я безумно их люблю, потому что куча креатива, да, у них в голове. Ну и самое главное, они знают, как качественно, вкусно делать продукцию. Первые 2 недели, пока я с одной из них, она технолог еще у нас, да, вот просто тоже все совпало, мы вырабатывали рецептуры, потому что, ну вот, к примеру, да, там взять рецепт, который мы делаем в Украине и Канаде, он будет отличаться пропорциями, потому что все равно другие продукты. Они могут называться, да, но та же там клейковина, не знаю, там много-много нюансов, которые будут отличаться. И мы 2 недели, каждый вид нашей продукции, у нас есть вареники, пельмени, да, и голубцы, и вот сейчас появляются сырники, потому что все наши клиенты уже говорят: "Ну когда?" И мы что то вот, долго эту, ну, технологию правильную разрабатывали, да, ну, наконец-то. И надо было разработать каждый продукт, да, чтобы было оптимальное сочетание начинки, теста, чтобы не разваривалось, потому что я не была в этом бизнесе, да, но, спасибо Кате, нашему технологу, которая рассказывала, что: "Алён, там для такого теста такая температура заморозки нужна, для вот этого варки, для того, чтобы вот так вот получилось, нужно вот это". 2 недели. Я через 2 недели говорила: "Вика, все, мы закрываемся, так и не открывшись, потому что я уже не могу дивиться на ваши пельмени". Но я хочу сказать, что это действительно тот продукт, которым я горжусь, который безумно вкусный. И честно скажу, что, в самом начале, когда мы там еще чуть-чуть дорабатывали, наши технологии, да, ну, были отзывы, это не было там все ужасно, из серии: "Здесь мне много перца". Мы такие: "Поняли, услышали, возьмите, пожалуйста". Прям меняли: "Попробуйте, как вам эта партия". Мы получали обратный фидбэк. За последние, наверное, месяца полтора, повторюсь, что мы совсем молодые, да, вот мы там официально открылись с конца февраля, то за последние, наверное, месяца полтора у нас нету ни одного негативного отзыва, да, от реальных наших покупателей.
Смотри, по поводу открытия. Сложно? Безумно сложно. Я не буду обманывать. С одной стороны, это безумно сложно, но когда ты уже разобрался, да, если у меня кто-то спрашивает, я с удовольствием делюсь своим опытом, потому что я теперь уже точно знаю, куда идти, какие задавать вопросы. Это, знаете, как GPT-чатом, да, когда ты знаешь, как правильно задать вопрос, ты получишь правильный ответ. Мы по 3 раза ходили в одни и те же инстанции, задавали, как нам казалось, правильные вопросы, получали настолько разные ответы, пока потом, ага, но все-таки нам надо вот это. И, наконец-то, мы получали. То есть здесь очень важно было, да, правильно сформулировать свой запрос, чтобы для него правильно получить свой ответ. Классно. Слушай, давай еще последние вопросы. Блиц такой опрос Давай. маленький будет. Короткие вопросы, короткие ответы. Самое большое разочарование в Канаде — это? Отсутствие вареников с настоящей вишней. Блин, конечно, да. Я, кстати, раньше об этом не думала, реально. Я Нет. один раз даже купила, а они были с черешней. Вы представляете? Ой, Не покупайте. обманули. Честно, да. Если хотите с вишней, звоните в Ukrainian Frozen Food. Ну, это на правах рекламы. Ну, правда, с черешней это совсем не то. Ну Это было да. такое Оно разочарование. же сладкое, а там И вишня она не кисловатая. сочная, да. Чем скучаешь? А, Пурум-пум-пум, зачем скучаю? За своими путешествиями. Я, когда жила в Украине, я в год путешествовала там по 6, по 8 раз. Европа? Не только, ты что, например, да, один из любимых моих городов — это Ташкент в Узбекистане. И многие удивляются, я говорю, да. Круто. Нет, не только, за путешествиями однозначно, да. Мне не хватает этого, вот прям хочу снова ворваться. Хотя уже 2 раза выезжала, уже была. Ты не сидишь на месте. Не могу. Главный плюс Канады — это? Люди. Продолжи фразу. Эмиграция — это? Нелегко, но очень интересно. Окей. Окей. И как ты думаешь, фраза такая: человек, теряющий родину, теряет все или нет? Абсолютно нет. Я считаю, что все зависит от самого тебя. Если как ты воспринимаешь этот мир? Я считаю, что там, где я, там мое место. Там я должна быть на данный период жизни. Как это будет завтра, через год, через 2, как оказалось, я уже ничего не могу планировать. Я просто должна идти как это по своему пути. Сегодня я здесь, но я не могу сказать, что это моя родина. Безусловно, нет. Но я не потеряла себя. Моя родина была, останется в Украине, да, где я родилась, где я выросла, где сейчас там живут мои родители, которые не хотят никуда переезжать. Это моя родина. Но переехав сюда, нет, я не потеряла себя. Наоборот, мне кажется, что я стала сильнее, я стала точно мудрее, и я точно стала более рискованной. Хотя я никогда не отличалась какой-то там пугливостью, но здесь прям вообще зашкаливают многие моменты, да, которые я рискую, беру, делаю, да, и получаю результат. Круто. Спасибо тебе огромное. Вообще очень много мотивации, информации. Я думаю, что вам тоже было интересно посмотреть. Оставляйте свой комментарий, свой лайк, Тебе конечно же. спасибо Да. большое, да. Конечно же, приходите покупать вареники с пельменями. До встречи. Да. Пока. Пока.